Всем привет! В прошлом видео мы сделали блюпринт, который позволяет выбрать тип стены. Сегодня продолжим его улучшать, и я покажу, как сделать, чтобы цвет стен тоже настраивался в редакторе. Поскольку информации много, видео будет разбито на две части. В этой я больше сконцентрируюсь на доработке блюпринта, а в следующей подробно разберу, как улучшить финальный материал. В прошлом уроке я говорил, что в этом проекте я буду использовать World Aligned Material. Но поскольку информации и так слишком много, чтобы вас не перегружать, текстурирование, создание и настройку World Aligned Material я перенесу во вторую часть урока. В этом же видео мы создадим основу в виде базового материала с возможностью регулировки цвета, roughness и рельефа прямо из блюпринта. Переходим в Unreal Engine. Как видите, это тот же проект, что и в прошлом видео. Папка для материалов у нас уже есть, создадим в ней подпапку для первого материала. Это будет шпатлевка. Я подготовил две карты. Первая — это Base Color. В ней обычный белый цвет, ничего особенного. Но в будущем мы заменим его на нормальную текстуру. А вторая — это Normal. Для нее я буду использовать простой белый шум. Выглядит она вот так. Тоже только для примера. В финальном материале будет полноценная карта нормалей. Roughness пока что вообще не нужна, обойдемся параметрами. Это очень простые карты, но понять, как работает логика, это совершенно не помешает. В следующем уроке мы заменим их нормальными текстурами, а пока можете скачать эти в моей телеграм-группе, ссылка в описании. Импортируем текстуры в папку и создаем материал шпатлевки. Перетаскиваем в него обе текстуры. Normal пока не нужна, уберем ее в сторону. Добавляем ноду Vector Parameter и назовем Color Tint. В свойствах нужно сразу установить альфа на единицу. Цвет по умолчанию можно выбрать любой. Я возьму красный, опять же для наглядности. Теперь с помощью ноды Multiply умножаем наш базовый цвет на Color Tint. То есть финальный цвет — это просто базовый цвет, умноженный на цвет из параметра. Можно оставить так, но для большего контроля создадим еще один параметр. Добавляем ноду Constant и сразу конвертируем в параметр. Назовем Tint Strength. Он будет регулировать, насколько Color Tint влияет на базовый цвет. Я поставил значение 0,02, чтобы влияние было совсем незначительным. Вызываем ноду Learn, во вход A подключаем Color Tint, а во вход Alpha Tint Strength. И получившийся результат уже умножаем на базовый цвет, после чего подключаем в Base Color. С базовым цветом закончили, в следующем уроке останется просто поменять текстуру на нормальную. Следующее сделаем Roughness. На этом этапе текстура нам не нужна. Просто создаем Scalar параметр, назовем Roughness. Значение по умолчанию пусть будет 0,5, а range от 0 до единицы. Подключаем к Roughness и крутим ползунок параметра, чтобы убедиться, что шероховатость меняется. Я даже изменю значение по умолчанию на 0,7, чтобы стена была более матовая. И небольшой лайфхак для большего контроля. Переподключаем наш параметр через ноду Power. Значение экспонента оставляем 2. И теперь в середине этого диапазона мы имеем больше контроля над значением. Опять же, делать это не обязательно, но лишним не будет. Осталось подключить Normal. Возвращаем нашу текстуру. У Normal Map, как и в большинстве других карт, есть три канала: красный, зеленый и синий. Все они несут информацию о смещении рельефа. Так, красный канал отвечает за наклон влево и вправо. Если пиксель в этом канале светлый, значит выпуклость смотрит направо, а если пиксель темный — налево. Зеленый канал отвечает за наклон вверх и вниз. В программах, работающих под DirectX, светлый пиксель означает наклон вниз, а темный вверх. Но в программах под OpenGL все наоборот, поэтому иногда приходится делать инверсию канала Y. И последний синий канал отвечает за высоту, то есть смотрит прямо на нас. Синий канал в том числе отвечает за правильный расчет освещения, поэтому в материале его лучше не трогать. Вернемся в материал и добавляем ноду Component Mask. Подключаем к ней нашу Normal Map и галочками выбираем каналы, которые хотим регулировать, то есть красный и зеленый. Создаем еще один Scalar параметр, который будет регулировать силу рельефа. Значение по умолчанию можно оставить 0, а можно установить единицу, как вам будет удобнее. Для понимания, 0 будет значить, что рельеф полностью отсутствует, а единица — это стандартное значение Normal Map, которое вы закладывали в нее при текстурировании. Соответственно, значения выше единицы будут еще больше усиливать рельеф. Значение range у параметра я установлю от 0 до 3. Больше смысла делать нет. Теперь умножаем маску на параметр усиления. Но как вы видите, на выходе у нас только два канала. Поэтому добавляем оператор Append, и к модифицированным красному и зеленому каналам добавляем оригинальный синий и подключаем ко входу Normal. Можно выдохнуть, самое сложное мы уже сделали. Сохраняем материал и открываем блюпринт стен. Нужно добавить 4 переменных. Первая — Material Override. Ее тип — Material Interface.
Эта переменная отвечает за то, какой материал будет применяться к static mesh компоненту. В свойствах нужно установить только галочку Instance Editable, чтобы значение можно было выбирать в редакторе. Следующая переменная color или color override, как вам будет удобнее. Тип linear color. Он, как следует из названия, будет отвечать за выбор цвета стены. В свойствах включите Instance Editable и можете выбрать любой цвет по умолчанию. Не забывайте, что для того, чтобы все параметры стали доступны, нужно каждый раз компилировать Blueprint. Третья переменная Roughness. Тип float, как обычно Instance Editable и значение по умолчанию. Я взял 0,7. Пускай по умолчанию стена будет матовая. И важно для этой переменной установить слайдер range от 0 до единицы. При значении Roughness 0 поверхность будет почти зеркальная, а при единице максимально матовая. Четвертая и последняя переменная Normal. Она тоже float, Instance Editable, но слайдер range от 0 до 3. Как вы помните, 0 означает, что рельеф отсутствует, единица – стандартная Normal Map, а все, что выше – это дополнительное усиление рельефа. Значение по умолчанию тоже ставьте исходя из предпочтений, но я установлю единицу. Чтобы не создавать мусор в Construction Script, создадим еще одну функцию. Пускай будет Material Switch. Первое, что сделаем, это простая логика с проверкой, установлен ли в блюпринте материал. Перетаскиваем переменную Material Override и берем из нее ноду isValid, то есть узнаем, назначен ли материал для блюпринта. Дальше вызываем две ноды setMaterial. В качестве таргета у обоих будет наш static mesh компонент, то есть mesh стены. К первому подключаем в качестве материала нашу переменную, а у второго указываем любой материал из доступных. Я указал стандартный World Grid Material. Это тот самый клетчатый материал, который вы постоянно видите в Unreal Engine. Теперь объясню логику. Сначала мы проверяем, назначен ли в переменной материал. Если материал назначен, то применяем его к мешу. А если материал не назначен, то есть в слоте написано None, то применяем к мешу стандартный анриловский материал. Надеюсь, пока все понятно. Следующая нода, которая нам понадобится, Create Dynamic Material Instance. К ней нужно подключить Target, то есть наш Static Mesh. Имейте в виду, нет разницы, подключаете вы один Static Mesh компонент ко всем входам, или каждый раз перетаскиваете в график новый. Например, мне кажется удобнее, когда у каждой ноды свой отдельный компонент. Но если компонентов в блюпринте много, это может запутывать. Так что смотрите по ситуации. И подключаем Static Mesh как Target, а переменную материала как Source. Продолжим. После создания динамического инстанса добавляем ноду setVectorParameterValue. В Target подводим наш инстанс. И внимание! Параметр name вписываем название параметра, который контролирует цвет в нашем материале. Важно, что регистр, пробелы и нижнее подчеркивание учитывается, поэтому проще просто скопировать имя параметра из материала и вставить в это поле. А ко входу value подключаем нашу переменную color. Дальше вызываем ноду setScalerParameterValue. В Target также подключаем инстанс. И да, его можно подключать к нескольким нодам. Имя параметра также вставляем из материала. И подключаем переменную Roughness. Все то же самое повторяем для Normal, естественно, меняя имя параметра. Давайте быстро пройдемся по всей логике. Первую часть с проверкой я разобрал чуть раньше. После этого, если материал назначен, создается его динамическая копия непосредственно для этого блюпринта. И уже дальше у этой копии мы можем настраивать цвет, Normal и Roughness с помощью переменных. Пока что закончим с настройкой блюпринта. В будущем еще немного улучшим его, но на сегодня хватит. Не забывайте подключать созданные функции в Construction Script. Перетащим блюпринт в сцену, и что мы видим? Стена по умолчанию у нас не выбрана, поэтому первым делом выбираем ее. Если не знаете как, посмотрите предыдущий урок. Материал в слот тоже не назначен, поэтому к стене применяется стандартный World Grid Material. Давайте выберем созданный материал. Несмотря на то, что материал красный, стена у нас белая, потому что параметр цвета из блюпринта перезаписывает параметры по умолчанию материала. Убедимся, что выбор цвета работает. Давайте для наглядности я отключу Normal, чтобы было лучше видно, как работает Roughness. По умолчанию стена у нас матовая, но если я опущу значение до нуля, она станет глянцевой. Вернем пока стандартное значение. Ну и напоследок Normal. Сейчас я установил его на 0, то есть красный и зеленый каналы Normal Map отсутствуют, а вместе с ними и рельеф. Покручу ползунок и видно, как проявляется текстура. Не забывайте, если выбрать значение больше единицы, начинается умножение Normal Map, и иногда это может привести к артефактам, так что не переусердствуйте. Также можно выбрать все стены, назначить им один материал и установить одинаковые параметры для всех.
Единственное, что неудобно, при множественном выборе нельзя менять параметры ползунками, а только вбивать вручную. Ну и наконец-то, перейдем в игру и посмотрим, как это выглядит. А выглядит, будем честны, ужасно. Во-первых, само качество Normal Map. Она у меня в 2К разрешении, но из-за автоматической развертки модулей на всю стену используется только вот такой клочок с разрешением примерно 100 на 600 пикселей. Во-вторых, сам материал очень бедный. Здесь нет ни вариаций цвета и шероховатости, ни нормального рельефа. И в-третьих, сейчас это незаметно, но если я подключу другую Normal Map, между модулями будут видны швы, даже несмотря на то, что текстуры бесшовные. Это опять же из-за автоматической развертки. О ней я говорил в прошлом видео. Хорошая новость в том, что половина этих проблем решается World Aligned Material, а вторая – нормальными текстурами. Поэтому на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите в Telegram-группу. Там можно обсудить этот урок. А я пойду записывать вторую часть урока, где разберу текстурирование стен в Substance и дальнейшее улучшение блюпринта. Всем спасибо за просмотр.